дате, через несколько месяцев после того, как Юлия Высоцкая решилась на откровенный разговор о состоянии дочери, попавшей в беду, начали поступать сообщения о том, что девочка пошла на поправку, и врачи отслеживают положительную динамику. Правда, в дальнейшем Юлия зареклась поднимать эту тему публично, объясняя это тем, что у нее не осталось никаких моральных сил говорить о случившемся. Правда, при этом актриса и телеведущая отметила, что работа по восстановлению идет, пусть и очень медленно. А не так давно Стархит пообщался с мамой звезды, которая поведала, как трагедия отразилась на отношениях ее дочери с мужем, Андреем Кончаловским. Мама Юлии Высоцкой впервые о браке дочери, беда только сплотила их с Кончаловским с момента страшной аварии, участниками которой стала семья Андрея Кончаловского. Прошло уже 1,5 года. «12 октября 2013 года арендованный режиссером «Мерседес», за рулем которого находился сам Андрей Сергеевич, столкнулся с другим автомобилем на юге Франции. В машине находилась 14-летняя дочь Кончаловского и Высоцкой Маша. Девочка не была пристегнута ремнем безопасности и получила серьезнейшую черепно-мозговую травму. Ребенка мгновенно доставили на вертолете в госпиталь Марселя, где и поместили в поверхностную кому. На протяжении долгих месяцев врачи борются за жизнь Маши, а ее родители продолжают упорно верить, что все непременно наладится. Дочь Юлии Высоцкой Андрея Кончаловского вышла из комы. Долгое время родители пострадавшей девочки не комментировали семейную трагедию. Были лишь исключительные случаи, когда Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая высказывались о случившемся, но делали они это за тем, чтобы оградить любимую дочь от излишнего внимания журналистов. В мае 2014 года на официальной страничке режиссера в Фейсбуке появился призыв игнорировать чужие домыслы и заявления, что Маша постепенно, но неуклонно выходит из тяжелейшей травмы. В ноябре того же года в сети появилось видеообращение, в котором Юлия Высоцкая поблагодарила общественность за поддержку. Юлия Высоцкая о здоровье дочери: «Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно. Более полной информации о местонахождении дочери, ее состоянии и процессе лечения Кончаловский и Высоцкой не давали». Впервые актриса и телеведущая решилась подробно рассказать о семейной трагедии в интервью журналу «Татлер». В беседе с журналистом Юлия поведала о том, как изменилась ее жизнь со дня злополучной аварии, как она пересмотрела свои взгляды на окружение, социальные сети и в целом на собственную жизнь. Актриса призналась, что в ее новой жизни практически не осталось места старым знакомым, привыкшим видеть ее радостной, улыбчивой и далекой от каких бы то ни было проблем. По словам Юлии, она хотела бы сохранить и уберечь свой мир от посторонних глаз.
Люди не хотят выглядеть черствыми. Но многие из них – часть той жизни, которая для меня закончилась, откровенно заявила Высоцкая. Дополнительное напоминание. Моя рана не закрылась и не закроется никогда. Юлия Высоцкая. Когда я слышу в конце пьесы, что надо жить, я думаю, надо жить. В жизни актрисы осталось всего 4 самых близких друзей, которые неизменно в курсе всего, что происходит в ее семье. Эти люди ежедневно помогают ей. Все 4 сменяли друг друга у кровати ее дочери Маши в тот период, когда Юлии было необходимо играть в спектакле. От остальных знакомых актриса предпочла отгородиться. Очень многие связи мне так и не удалось восстановить, продолжает Юлия. Я понимаю, что должна отблагодарить за поддержку, помощь, но не хватает сил. Совершенно в неожиданном свете Высоцкая, по ее признаниям, увидела Никиту Михалкова. Режиссер проявил особое внимание к трагедии семьи и окружил родителей Маши поддержкой и заботой. Никогда не видела, чтобы они с братом так относились к детям, им всегда было не до них. А сейчас Никита Сергеевич приезжает к Маше, садится возле ее кровати, целует ее, щекочет усами. Для мужа он, наверное, ищет какие-то слова, меня просто обнимает хорошенько, признается Юлия Высоцкая. О состоянии дочери актриса говорит весьма осторожно, стараясь не вдаваться в подробности. Ответить однозначно, в сознании ли Маша, Высоцкая не может. По ее словам, это очень тяжелый вопрос. Ни один врач на него не ответит, поясняет 41-летняя мама девочки. Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа, и Маши, и наша. Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть. Никуда и никогда нельзя транслировать уныние. Все в радиусе 5 километров от машины комнаты должно быть наполнено энергией созидания. Интересно, что о местонахождении дочери знаменитость предпочла умолчать. Актриса уверена, что должна оберегать свою семью от излишнего внимания посторонних людей. Мне бы хотелось сохранить это в тайне. Поймите, я волнуюсь, что у людей, которые нас окружают,
начнут любыми средствами выуживать информацию. Зачем провоцировать их на проявление низменных инстинктов, объясняет Высоцкая. Особое внимание в интервью Юлия уделила разговору о супруге. Ни для кого не секрет, что в момент аварии за рулем автомобиля находился именно он. Актриса призналась, что ей сложно рассуждать о том, испытывает ли Андрей Кончаловский чувство вины, но она точно знает, что если бы не работа, справиться со случившимся ему было бы куда сложнее. Я не имею права отвечать за мужа, судить о его чувстве вины. Думаю, я с ним гораздо откровеннее, чем он со мной, продолжает супруга режиссера. Наверное, такова женская природа. Словами определить свое состояние вроде бы становится легче. Его мужская личностная природа не такая. Он закрытый человек, даже от самого себя. Но он много работает, безумно много. Спит по 3-4 часа. Один проект за другим. Три сценария одновременно. Бесконечно читает лекции студентам. Он всегда был трудоголиком. Сегодня его интересует культурология, человек, Чехов и так далее. Если бы не работа, ему бы, конечно, было тяжелее. Виню ли его я? Он уникальный человек. Не думаю, что его мудрость приобретенная. Он даже не мудрый человек, а именно что мудрая душа. Я его хорошо слышу и понимаю. Он на меня сильно влияет. Будь рядом другой мужчина, возможно, я бы вела себя иначе. Здесь же нет места бессмысленным упрекам и поиску чувства вины. В этом году актриса и режиссер отметят 19 лет совместной жизни. По словам Высоцкой, в свое время она вышла замуж за очень масштабного, уникального человека. Телеведущая уверена, что с Кончаловским и сама становится другой. Вообще он из тех мужчин, что не устают, говорит о супруге Высоцкая. Он не примитивен. У него не замаливается взгляд. Может, 30 лет назад он был другим. Но сейчас, если я хорошо выгляжу, он 5 раз в день произнесет: «Какая ты красивая». А если я замученная, может сказать: «Пошли всех нафиг, надо поспать». Он все видит. Ему все интересно. А может, это просто любовь. В этом году мы 19 лет вместе. Также артистка отметила, что после семейной трагедии пересмотрела свои взгляды на собственную жизнь. Высоцкая призналась, что жалеет о том, что прежде активно вела соцсети, рассказывая посторонним людям о своей радости, о состоянии счастья и семейном благополучии.
Для подписчиков звезды в свое время было привычным видеть в ее постах такие хэштеги, как «Решетка сегодня лучший день в моей жизни» или «Решетка так не бывает». Однако эпоха Инстаграма для Высоцкой кончилась. Артистка сделала массу выводов на этот счет. Тогда мне искренне казалось, что здоровая, веселая, нормальная семья – это хорошо, пояснила Высоцкая. Она ведь часть меня, я без нее себя не мыслю. Я готова была этим делиться. Снималась в соответствующей рекламе, производителям соков хотелось семейного ореола. Но теперь, думаю, тема семьи закрыта навсегда, независимо от цвета в конце тоннеля, про который я все равно знаю, что он есть. Я даже сказала своим друзьям, не надо вести Инстаграм. Не надо рассказывать, как тебе хорошо. Если это маркетинг, то и действую с точки зрения маркетинга. Я пропустила момент, когда надо было перестать отдавать радость. Лучше было оставить ее себе. Я потеряла грань, где свои, а где нет. Всеобщая доступность. В медийном пространстве ее надо фильтровать. Но для этого надо быть очень опытным человеком. Мой опыт дался мне серьезной ценой. Сейчас время Юлии Высоцкой по-прежнему занимает работа. Актриса и телеведущая активно работает над собственными проектами, пытаясь отвлечься и внушить себе, что жизнь не остановилась и сейчас как никогда необходимо верить в лучшее. Юлия возобновила свои занятия бикрам-йогой, которой увлеклась несколько лет назад, завела собаку по кличке Крюк и продолжила работу над собственным ресторанным бизнесом. По словам актрисы, ей пришлось сделать много выводов, хорошенько поразмыслить над тем, как она раньше себя вела и что говорила другим людям. Все, что со мной произошло, кажется мне сегодня ответом судьбы на мои фразы и поступки, откровенно заявила Юлия. Я постоянно ловлю себя на мысли, не нужно было этого говорить, не нужно было этого делать. И еще это вот знаменитая чеховская фраза «надо жить». 3 года назад Андрей Сергеевич попросил артистов на камеру сказать, что они думают о Чехове, о своих ролях. Есть запись, где я почему-то дрожащим голосом произношу, когда я слышу в конце пьесы, что надо жить, я думаю, надо жить. Счастливее меня в тот момент человека не было. Это ведь необъяснимо. Вернее, это говорит только о том, что .1 мой близкий друг недавно общался с космонавтом. И космонавт ему поведал, что там, наверху, точно кто-то есть. С одной стороны, это настораживает. С другой, дает надежду. Надо жить.